Война. День 407. Ситуация на фронтах. Финляндия официально стала членом НАТО. Таким образом, в Альянсе теперь 31 страна, а протяженность границы НАТО с Россией увеличилась вдвое и теперь составляет 2600 километров. Балтийское море же по сути становится внутренним озером Альянса, особенно учитывая тот факт, что скоро к нему присоединится Швеция. В связи с этим можно сказать, что специальная трехдневная операция Путина спустя год получила очередное важное достижение, которое противоположно заявленным целям в виде предотвращения расширения блока НАТО. Помимо того, что Альянс расширяется, вооружается и определяет Россию главной угрозой, так еще и страна, именем которой называли политику невступления в военные блоки, сама вступила в такой блок, и все благодаря Путину и развязанной ним войны. Воздух. Российская авиация активизировалась в приграничных районах Черниговской и Сумской области, нанося удары крылатыми бомбами по гражданским объектам и жилым домам. Целью таких ударов, вероятно, служит оттягивание украинского ПВО от активной линии фронта на востоке, дабы ослабить его там. Украина продолжает получать дополнительные самолеты. Так, к 4 словакским МиГ-29 добавились еще 8 польских. Тем не менее, украинские летчики продолжают настаивать на необходимости более современных самолетов, так как советские МиГи проигрывают в воздушном бою более современным российским истребителям, таким как Су-30 и Су-35, которые способны запускать ракеты воздух-воздух, не заходя в зону видимости МиГ-29. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы в Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Также имеются кадры взрывов в российских приграничных областях, в том числе в городе Курск, хотя природа происхождения данных взрывов достоверно неизвестна. По линии Сватово-Кременная продолжаются локальные бои, но линия фронта остается стабильной. На правом берегу Северского Донца также без изменений. Основные бои продолжаются в Бахмуте, где у россиян наблюдаются успехи в продвижении в самом городе. Сейчас бои ведутся непосредственно в центре, и российские войска постепенно занимают дом за домом, выдавливая украинских защитников к железной дороге. Пути сообщения с гарнизоном все так же под обстрелом, и на дорогах сейчас много поврежденных машин. Тем не менее, связь для снабжения и эвакуации остается, а украинским войскам даже удалось незначительно оттеснить россиян от трассы на Константиновку. Дальше горячий участок фронта в районе Авдеевки. Хотя за неделю в продолжающихся боях вокруг города мало что изменилось. Россияне продвинулись к северо-западу от города, но понесли значительные потери севернее Водяного и не смогли там закрепиться. Фактически Украина смогла отбить часть территории в этом районе, частично оттеснив российскую линию. Так десантникам из 71-й егерской бригады удалось отбить окопы под Новоселовкой, что подтверждается видео. Приоритетом для России остается продвижение в сторону Степного на севере, а также Северного и Первомайского на западе, с целью попытаться окружить город. Дальше обстрелы вдоль линии фронта, а также отмечается наращивание эшелонированной обороны россиян, видимо в рамках подготовки к украинскому наступлению. Так, окопы последние месяцы появляются даже в Крыму. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, подпиской и колокольчик тоже можно ставить.